В этом выпуске мы будем готовить классический бисквит без разрыхлителя и соды. Я постараюсь очень подробно объяснить весь процесс приготовления бисквита. Вся нужная информация будет в описании под видео, а также приглашаю вас подписаться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Для классического бисквита нужно всего 3 ингредиента. Это сахар, мука и яйца. По желанию мы можем добавлять некоторые добавки. Я буду использовать щепотку соли и щепотку ванилина. Перед замешиванием бисквита нам нужно включить духовку на 170 градусов и обязательно подготовить форму для выпекания. Выливаем яйца в чашу, желательно, чтобы они были комнатной температуры. И сразу сюда добавляю щепотку соли и щепотку ванилина. Взбиваем яйца на максимальных оборотах, примерно 30 секунд до появления вот таких пузырьков. Яйца, конечно, должны быть у нас свежие, потому что не свежие яйца плохо взбиваются. Это также плохо сказывается на приготовлении бисквита. Теперь добавляем сахар и продолжаем взбивать до тех пор, пока наша масса не увеличится в размере в 5-6 раз. Вы можете делать бисквит только из 3 ингредиентов, то есть сахар, яйца и мука. Соль и ванилин придают бисквиту более яркий и выраженный вкус. А также соль способствует взбиванию яиц. Процесс и время взбивания у всех проходит по-разному. Стандартная мощность ручного миксера 450 Вт. Чтобы взбить яйца в пышную пену, нам понадобится приблизительно 10-12 минут. Такой бисквит можно делать также в планетарном миксере. Яйца взобьются намного быстрее, понадобится 7-8 минут. Для взбивания яиц планетарный миксер справляется с этой задачей лучше. Массы получаются пышнее и быстрее. Во время процесса наша масса будет постепенно осветляться и увеличиваться в объеме. Яичная масса должна увеличиться в 5-6 раз. Обратите внимание, как выглядит хорошо взбитая яичная масса. Она легкая и воздушная. Для сравнения посмотрите, как это выглядит по факту, что было и что стало. После взбивания яиц процесс затягивать не нужно. Надо делать все быстро, но аккуратно. Я подсыпала муку в 4 этапа. Обратите внимание, что на хорошо взбитых яйцах мука не падает вниз. Она остается на поверхности. Это значит, что яйца взбиты правильно и хорошо. Муку нужно обязательно просеять, чтобы она наполнилась кислородом. Это очень хорошо влияет на пышность бисквита. Смотрите, легонько подсыпаем сверху и также легонько лопаткой либо венчиком смешиваем. Снизу вверх легкими движениями аккуратно соединяем муку с яичной массой. В то же время стараемся делать это быстро, чтобы сохранить воздушность и пышность белков. В данном случае роль разрыхлителя у нас берут на себя взбитые белки. Вот такое воздушное и пышное тесто у нас должно получиться. Переливаем тесто в форму и ставим в духовку выпекать на 170 градусов 30 минут. Готовый бисквит проверяем шпажкой и оставляем остудиться. Холодный бисквит вырезаем из формы. По нашему рецепту данный бисквит очень пышный и воздушный, поэтому я его рекомендую разрезать только на 3 части. Его можно готовить заранее, хранить можно в помещении либо в холодильнике в плотно закрытом пакете. Еще раз напоминаю, что вся нужная информация, а также рецепт находится в описании под этим видео. Не забывайте писать свои отзывы в комментариях. Всем спасибо, до следующего выпуска.